Ну что, мы начинаем. У нас тема доклада «Как стать или быть креативным». Меня зовут Маис, я дизайн-тимлид в компании Hell Lab. Крайне вам советую подписаться на наш Twitch и YouTube, потому что такой контент выходит крайне редко, потому что тут много информации из личного опыта, который поможет вам не набить каких-то шишек, а сразу набрать опыт в креативе и в дизайне. Так, что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать, что такое креативность, что значит быть креативным, методы тренировки этой самой креативности. Поговорим и покажу вам пару примеров дизайн-мышления или креативное мышление. И также мы с вами в реальном времени как раз эту тренировку и введем в этот стрим и обсудим некоторые полезные для вас моменты. Так, что же на самом деле креативность? Напишите в чате, по вашему мнению, пару слов, что для вас креативность. Или кто такой креативный человек. Так, ребят, не вижу активности в чате. Тот, кто в облаке видит магию. Частично. Генерация новых идей на своей высшей насмотренности. Человек, который из простых элементов может сделать что-то бомбическое, уникальное. Класс, куча вариантов появилась сразу. Человек с нестандартным мышлением. Тот, кто делает шоты для дрибла в Hell Lab. Да, мы все делаем шоты. Дружная команда, потому что каждый проект, он тоже у нас выглядит как шот и создает ту самую креативную атмосферу в интернете, и люди многие смотрят и вдохновляются этим и прокачивают свои скиллы. Итак, много вариантов, класс. Ну что, погнали, сейчас расскажу, кто такой креативный человек, что такое креативность и креативное мышление. Креативность — это способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению, а также к осознанию и развитию своего опыта. Я видел, у вас тут был в комментариях похожий ответ и не раз, так что круто. Если вы это понимаете, то уже частично вы креативны, а возможно и полностью. Так, креативное действие, оно должно быть преднамеренным, а также иметь цель. Это как раз-таки в будущем я вам покажу пару примеров креативного мышления, креативного действия разных компаний. Ну и в целом можно описать 3 словами креативность. Это твори, выдумывай и пробуй. На самом деле креативность — это, возможно, большой риск для всех. На этот риск нужно идти, ведь самые креативные или обезбашенные нестандартные идеи, они всегда запоминаются и создают классный дизайн-фон или креативный фон в диджитал-сфере, да и в принципе везде. Вот. Очень важно, что сегодня становится важнее правильно думать, чем много знать. Многие считают, что если закончил курсы и почитал какие-то книги технические про дизайн или про креативность, и ходит и как цитатник рассказывает кусочки из книги, типа вот смотрите, я знаю все, но когда приходит дело практики, то, соответственно, уже ничего не получается, ты не можешь креативить, но только можешь красиво говорить. Поэтому то, что я говорил ранее, это большие риски, вам нужно рисковать, пытаться креативить, дизайнить, и тогда у вас получится намного все красивее и правильнее, нежели правильно думать, то есть я подумал, но не сделал. Это самая большая ошибка всех дизайнеров.
Сейчас мы немножко пошумим опять в комментариях. Правила важны даже в креативе. Вот, пошумим сейчас в комментариях. Вот многие говорят в музыке, что мне наступил медведь на ухо, и у меня нет слуха. Как вы считаете, можно ли назвать человека, который не умеет креативить, что ему медведь наступил на креативность, и что слух, как и креативность, возможно, появляются у людей с рождения, и они, как если имеют слух, они музыканты, хорошо поют, попадают в ноты, а если есть качество креативности, то они создают что-то уникальное, что-то креативное и работают в сфере дизайна и диджитал. Так, вижу комментарии. Креативность нужно тренировать, креативность можно развивать. Талант как креативность приходит только со временем, большим трудом. Нет, это можно развить. Есть он ли предрасположенность. Да, круто. Я тоже согласен, что это все можно тренировать. Для этого сейчас вы здесь на стриме, в Твиче, в Ютубе смотрите этот видос. И уже мы приступаем потихонечку к некоторым пунктам, которые я в жизни очень часто использую и тем самым тренирую эту креативность каждый день. Тут батл в чате, да, класс, пошумели. Вот, чтобы быть креативным, нужно быть открытым, позитивным, восприимчивым к чему-то новому, к перспективному и на самом деле быть по-детски любопытным. Дальше расскажу вам некоторые приемы, которые на самом деле вы скажете, это ребячество, но это ребячество и на самом деле есть та крутость, та креативность, которая есть в качестве человека. Когда мы смотрим на детей, когда они творят какие-то непонятные вещи, мы смеемся, улыбаемся, но на самом деле они как-то это скреативили. И это чем-то похоже, когда говорят, что устами младенца глаголит истина. Вот тоже, когда ребенок, он не думает о каких-то последствиях, да, или там не слишком замутнен мозг, то он может создавать какие-то креативные, уникальные вещи для себя, тем самым познавая мир. Вот. Используем методы стимуляции креативности. Это мозговой штурм, какие-то настольные игры, компьютерные игры и так дальше. То есть все в округе, оно может у вас тренировать креативность. Это способность экспериментировать со своим поведением. То есть это то, что я говорил ранее про ребятничество, про тренировки мозга и так дальше. Ну и самое главное, это практика, каждодневная практика, если вы хотите быть креативным. Это не значит, что вы одну тему услышали, один метод попробовали, и все, вы стали креативным. Нет, каждый раз это приходит вам все больше и больше. Дальше входит это в привычку, и эта привычка на самом деле характеризует вас как креативного человека. Вот, ну, вы скажете, все вещи, которые ты сказал, это логично, но есть разница между креативным и логическим мышлением. То есть креативное — это часто задавать и искать вопросы в чем-то, а логическое — это искать ответы. В креативном разнообразие, в логическом вы выбираете один путь — это однообразие. Исследуют разные взгляды, стоит на правильных позициях, ищешь пути, где идея может помочь. Это в креативном. Говорит, когда идея не работает. Это уже логически. Вот. Не буду останавливаться по каждому пункту, хоть осталось 2. Дальше я скину эту презентацию, вы можете более подробнее изучить и всегда использовать это у себя перед глазами. Так, время от времени я буду смотреть в чат, возможно, там есть что-то важное. Можно ли как-то тренировать креатив и логику? Конечно, конечно, можно. Вы креативно ищете вопросы, создаете что-то, какой-то продукт, он имеет
какое-то финальное решение, это уже и оно начинает работать и отвечает на ответы любых людей. Допустим, создалась ручка, люди задавались вопросом, как писать на листике, появилась креативная идея, создалась ручка. Ручка является собой ответом на это решение, и многие люди просто идут, покупают ручку, так как задались вопросом, и выполняют логическое действие. Вот, сейчас мы поговорим про креативное мышление или дизайн мышления. Я вам покажу пару примеров. То, как люди думали, как они догадывались, как решали какие-то проблемы. И вот как раз тут и будет цепочка креатива и логики. Значит, сначала у нас есть постановка проблемы. Мы создаем не создаем проблему, мы находим эту проблему, мы задаем вопрос, мы начинаем анализировать эту проблему, как мы можем решить. С помощью генерации идей мы начинаем придумывать те самые идеи, которые помогут решить эту проблему. Оцениваем, насколько это реально. Как раз у нас тут есть пункт, который я говорил ранее, про риски. Мы оценили все риски и переходим к реализации для того, чтобы полностью решить эту проблему для себя и, в принципе, для окружающих. Вот 3 видео я вам сейчас покажу и буду параллельно комментировать. Здесь есть звук, но там на английском, музыка. Я буду просто по ходу действия комментировать. Скажите, видно видео? Да, супер. Вот, в Южной Корее есть одна заправочная, которая поняла, что многие люди, когда стоят в пробках или приезжают на территорию торгового центра, ищут место парковки, и когда бензин дорогой, то они тратят много топлива, и они подумали, как же им решить эту проблему. С помощью дизайн-мышления они собрали креативную команду и решили помочь людям решить эту проблему. Вот. Компания S-Oil, она решила решить эту проблему за счет вот таких обыкновенных шариков, которые с надписью Here показывают любому водителю, что есть свободное место. Когда машина паркуется, шарик опускается, и, соответственно, место занято. Отъезжает машина, у нас появляется стрелочка вверху, и человек, когда приезжает на парковку, он сразу видит, где есть свободное место, подъезжает туда, и тем самым экономит количество потраченного топлива, соответственно, экономит деньги. Компания S-Oil тем самым увеличила к себе доверие людей, потому что они помогли им сэкономить деньги, соответственно, человек автоматически понимает, что это компания, которая заботится и думает о них, и, соответственно, будут заправляться в будущем, возможно, или теоретически на этой заправке. Так, с помощью примитивного креативного решения люди решили данную проблему. Покажу следующий кейс. Это один из моих любимых кейсов. Напишите в чате, кому, в принципе, доводилось помогать устанавливать или настраивать телефон для родителей, для бабушки, насколько это было весело, объяснять им, рассказывать, что куда нажимать, и 100% это, наверное, было не раз. Просто поставьте плюс, кому это доводилось. Агрессивно плюсую, да, точно. Да, вижу плюсы. В общем, показываю кейс. Компания Samsung с одной из моделей телефонов отправляла вместо обычной бумажки мануала вот такие 2 книжки, через которые пользователь мог познать, как пользоваться тем или иным телефоном. Вот Android как раз сейчас на видео. Вот, а ты открываешь эту книжку, у тебя
написано что-то Samsung, и сразу есть одно окошечко, где просто забери симку. Все, нету лишнего действия. Ты забрал симку, написано перелистай дальше. Ты листаешь, тут написано ставь симку сюда. Телефон уже встроен в эту книжку. Ты этим пошаговым действием, соответственно, обучаешься пользованию телефона и никого не заставляешь этому учить. Ставил батарейку, теперь берем крышку, закрываем данный телефон. Теперь, пожалуйста, переверните данный телефон, и мы приступаем к познанию всех кнопок. Берите следующую книгу. Вот, берем следующую книгу, мы там в первой книжке собрали телефон, открываем книгу, помещаем туда наш телефон и переходим к настройкам уже функциональности. Вот, стрелочками четко показано, что делает эта кнопка, что делает другая кнопка, как ею пользоваться и так дальше. И тем самым мы вот так методом игры, методом чего-то детского начинаем изучать для себя что-то новое. И таким креативным подходом люди решили такую проблему, тем самым привлекли и заинтересовали, опять же, к себе как к бренду. Вот, и еще третий кейс, он чуть больше такой креативный. В Гонконге во время сеанса одного фильма люди покупают с помощью мобильного телефона, у всех, наверное, есть там приложение IMAX и прочее, где вы покупаете билеты. При регистрации вы указываете номер телефона, по номеру телефона понятно, на какой сеанс ты идешь. Соответственно, люди, присаживаясь на свои места, взяли попкорн и начинается уже рекламная часть. Когда есть рекламная часть, есть программист, который сидит и транслирует эту рекламу. В чем суть рекламы? Показывается, как едет человек за рулем. Просто руль, руки, движения и тому подобное. Люди смотрят, думают, что же там будет такого интересного. Уже становится на самом деле скучно, утомительно, и каждый начинает заниматься своим делом, ожидая свой сеанс фильма. Тут всем приходит сообщение на телефон через программу, как и ранее у всех было известно номера телефонов или в приложении, и тут сразу авария прямо на экране происходит. Люди все от шума поднимают голову, думают, что происходит. И на экране простая фраза: никогда не смотри в телефон за рулем, потому что это приводит к гибели, к авариям, к смертям и так дальше. Тем самым за счет такой креативной рекламы люди показали, что такое авария в виртуальном мире, чтобы это не повторялось в реальном. Значит, уже человек обучается тому, что желательно не смотреть телефон, если не хочешь, чтобы с тобой происходило то же самое. Вот, и сейчас мы с вами немножко потренируемся. Я буду вашим личным тренером в этой креативности. И мы немножко опять в чате пошумим и будем тренировать свою креативность и свой мозг. Вот, как тренировать креативность? Использовать приемы с фантазиями. То есть фантазируем, думаем, додумываем. Допустим, придумываем какие-то названия картин. Мы смотрим на картину и, не читая ее сноску, мы должны придумать, как эта картина называется. Тем самым мы тренируем немножко наш мозг на генерацию каких-то идей. Мы можем, прогуливаясь по улицам, обводить формы, и тем самым мы начинаем мыслить визуально. Третий пункт я больше всего использую в жизни
и хожу, допустим, по улицам, и автоматически ты чертишь глазами окна, ты чертишь глазами дверь, тем самым понимаешь, что они там прямоугольные, круглые, квадратные и так дальше. Придумайте ассоциации и подбирайте метафоры к чему-то. Это очень классно помогает в вашем дизайне, когда вам нужно показать какие-то вещи неочевидные за счет каких-то ассоциаций и метафор. Играйте словами, придумывайте каламбуры, аббревиатуры, быстро, молниеносно шутите, даже слегка черный юмор — это тоже креативная часть у людей, потому что вы можете пошутить как-то нестандартно, неординарно, но тем самым это и смешно, и местами глупо, возможно. Вот. По поводу каламбуров, Серега, шатаут тебе, если ты в чате, помаши. Вот. И начнем с первого пункта. Сейчас мы будем фантазировать. Magic. Перед вами девушка. Подумайте и напишите пару слов. Например, как зовут эту девушку, сколько ей лет и кем она работает. Давайте 3 минуты максимум, и сейчас в чате должны посыпаться варианты. Есть мнение, что у дизайнеров картина мира состоит из фреймов фигмы. Ну, это каждому свое. Я себя называю свидетелем фигмы, поэтому привет. Так, Эми, 25 лет, продает bubble tea. Ксюша, 23 года, делает брови. Иванова работает в кафетерии, 22 года. Кто-то на китайском, японском не знаю. Ники, 25 лет, официантка. Джесси, 25, делает сэндвичи с Subway. Кина преподает математику, 25 лет. Олау, 34 года, менеджер по продажам. Вот. На самом деле, пока вы пишете, я вам расскажу, как у меня это происходит. Я на самом деле люблю кофе. Вот даже сейчас его выпиваю. И когда сидишь в кофейне, иногда интересно наблюдать за людьми. Ты смотришь манеру их поведения, как они общаются между собой, как сидит человек, чем он занимается. И тогда ты можешь представить, как его зовут, чем он занимается в жизни, работает, учится, откуда он, местный, турист, приезжий и так дальше. Тем самым ты просто, во-первых, проводишь свое время и тренируешь мозг. Айза, 44 года, губернатор Якутии. Да. Итак, на самом деле ее зовут Киара Чу. Никто бы не мог подумать, наверное, но она технический рекрутер в компании Google. Это вот официальный скрин из ее LinkedIn. Надеюсь, Киара, ты меня тоже смотришь. Hello. Привет в Google. Да, ISO36, жена Гуфа. Вот, тем самым, как говорится, внешность обманчива, и мы не можем понимать, где работает человек. Но иногда прям очень понятно, когда человек ходит по улице в рабочей форме. Это, не знаю, слесарь, электрик и тому подобное. Давайте еще раз. Вот как вы думаете, как зовут этого человека, где он работает и сколько ему лет? Я думаю, что после Киары вам будет немножко легче. Дальше, наверное, ответы будут, это и есть Гуф, то была жена Гуфа. Так, где варианты, ребята?
Николай Мушкіар, ну, да, почти. Том, 23 года, працюю доставцей пиццы. Майкл, 18 лет, чистильщик бассейнов и не только. Дэнни, 20 лет, студент. Макс из Техаса. Джерри, студент, делает лимонады, 18 лет. Борис, 35 лет, маркетолог. На самом деле я не знаю, кто это. Это обычная фотография Sunsplash. Тем самым сейчас вы потренировали еще свою креативность. Это вам поможет в будущем при ресерче, когда вы делаете портрет целевой аудитории. Вы можете понимать, кому этот продукт подходит, для какой целевой аудитории, какая возрастная категория и так дальше. Да, заскамил немножко. Вот. Следующее мы сейчас придумаем название картины. Многие, наверное, эту картину видели. Из детства этот фильм «Мистер Бина». Если кто помнит, ставьте плюс, но тем самым пишите название этой картины. Когда он вытирал каплю и стер пол картины, потом дорисовал, это тоже было очень креативно. И когда он попытался повесить ее на стенку, поклеив туда копию на жвачку и тому подобное, это тоже был очень креативный подход. Кто не смотрел этот фильм, советую, там очень смешно. Так, жду. Пока только один вариант, жду в ожидании выходных. Да, мне как-то я показал брату, и он сказал, картина называется «В ожидании смерти». Какой длины у ноги. Когда видел правки Марии Взятия. На самом деле эта картина называется «Мать Уистлера» или «Аранжировка в сером и черном. Мать художника». Я скину вам также сам эту презентацию. Тут есть интересные факты по данной картине. Многие продолжали идею этой картины. Мать художника была самым ярым фанатом художника, и поэтому он решил ее нарисовать. Вот, то, что я говорил про играемся с формами. Допустим, вы прогуливаетесь, видите вот такой вид перед собой. И что вы можете тренировать? Вы можете тренировать мыслить образами. То есть мы можем, смотря на эту картинку или смотря на улице, чертить фигуры визуально. То есть вы визуально начертили здесь прямоугольник. Все, у вас зафиксировалось, что прямоугольник — это вот дверь. Чертите колесо своим взглядом, чертите какие-то формы крыши, просветы между решетками и так дальше, колонну. И вы начинаете тренировать этот визуальный образ в голове. Тем самым, когда у вас приходит задача, например, магазин фурнитуры, который продают мебель, и вам нужно в 4 иконках как-то показать 4 разные категории. Понятно, вы покажете ее 4 разными цветами, это уже есть отличительная характеристика. Но вам надо показать, что там, не знаю, к примеру, стол продается, кресла мягкие и так дальше. Вы же не нарисуете иконку стол, если у вас не стоит такая задача. Мы можем примерно понимать, что стул — это там почти треугольник. То есть, когда у нас есть спинка, есть ножки, мы очертили. Вот у нас есть одна фигура. Мягкое кресло, пуфик, он может быть грушевидной формы или какой-то нестандартной формы или круглой формы.
Стол это у нас прямоугольник или круг. Но больше всего, когда мы говорим про стол, мы подразумеваем какую-то ровную фигуру. Тем самым вы тренируете вот такой вот образ. Подбирать ассоциации и метафоры. Вот сейчас задание. Придумайте метафору, ассоциацию или образ для такого вот слогана «Быстрые банковские переводы». Напишите в комментариях, какую метафору вы к этому подберете, какой образ, возможно, какая у вас ассоциация возникает, когда вы слышите «быстрые банковские переводы». Ракета, ровная линия. Гусь. Свифт. Быстрее ветра. Гроші швидко. Еще варианты, ребят. Портал. Соник в кино. Форест Гамп. Бумажный самолетик. Ломбард, молния, быстрая точка. So quick, so let you dance. Полоса от самолета. Расскажу вам реальный кейс. Один из банков свою услугу быстрых денежных переводов охарактеризовал и назвал Колибри. Колибри — быстрые денежные переводы. Показал в образе эту птичку, которая быстро машет крылышками. Пуля. Быстро машет крылышками, и тем самым такие говорят, это быстрые денежные переводы. Но, подбирая эту метафору, этот образ, эту ассоциацию с смахиванием крыльев, данные маркетологи не учли один момент, что колибри — это птица, которая машет быстро крылышками и зависает на месте, но никак не характеризует собой какую-то быстроту с точки А в точку Б. И эта метафора на самом деле плохой пример и ассоциация быстрых денежных переводов. Это значит, что вы с точки А переводите деньги, они быстро куда-то улетают, зависают на каком-то месте, а потом опять летят и опять зависают и так дальше. Тем самым это плохой отзыв и плохое доверие у людей возникает, если задумываться вот с такой точки зрения, что доверять таким быстрым переводам не всегда хорошо, потому что они будут зависать на каком-то определенном периоде. Вот, и креативное мышление, что это такое в принципе? Давайте пройдемся. Это беглость. Вы быстро генерируете идеи за счет этих всех тренировок, за счет образов, за счет метафор. Это гибкость. Вы широко и многообразно генерируете эти идеи. Это оригинальность, это какая-то нестандартная идея, это нестандартная мысль. Это точность. Вы способны придумывать что-то точное, крутое, тем самым решать какие-то проблемы. Вы создаете этот продукт, творчески к нему подходите и помогаете тем самым другим людям. С вами был Моис. Всем любви. Спасибо. До новых встреч. И рад, что вы классно и круто активировали этот чат и активничали в нем на протяжении всего этого времени. Всем спасибо.